Настал тот день, когда мы сегодня едем в Варшаву, и завтра ночью мы уже вылетаем. 3 часа, а мы уже устали как собаки. Вот так это все выглядит. Но это полный трындец. Наша хозяйка ничего не отвечает. Она даже не сказала нам адрес. Где мы будем эту ночь? На ЖД вокзале, на автовокзале. Она написала нам адрес. Это вообще другой адрес. А, смайлики пишут. Классная дорога, по ней ходят люди, машины и конь. Просто какой-то детектив, я не могу. Мы прибежали за 2 минуты до конца регистрации на рейс. Ну все, ребята, настал тот день, когда мы сегодня едем в Варшаву, и завтра ночью мы уже вылетаем. В последнем приготовлении у нас ходят сборы сумки для Чупи тоже. Мы сейчас его едем отдавать подситеру. Что у нас тут есть? Мы вот с собой берем подушки, конечно, обязательно. Его корм. Представляете, мы перепутали и купили ему кролик с индыком, и все нормально. Ну, ему все зашло, по крайней мере, все, что следим, пока ок. В следующий раз будем только кролика. Только кролик, просто вот случайно купили. Корм, понятное дело, его ложечка. У него такая маленькая красная ложка. Мы, как-то привыкли, думала, разобьется, сейчас пипец. Мы привыкли как-то накладывать этой ложкой ему вот этот мокрый корм. Очень Чупи. Такой его пакет, тут его лежанка. Всегда даем книжку на всякий случай, если что-то случится. Вот, таблетки от живота. У него может быть газы или что такое. Всегда запасную, рулон пакетиков для какушек. 2 мисочки. Все его любимые игрушки. Тут бак, все что угодно. Прям столько? Пусть будет столько, он же будет 7 дней без нас. И еще ромашковый чай дадим. Весы, точно, весы. Потому что, мы привыкли его как-то по граммам, взвешивать. И ромашковый чай. Не потому что он у нас любитель чая, а потому что... Но он любит. Ему, в принципе, нравится. И эту шикавку тогда. Потому что у него, когда болит животик, нам кто-то посоветовал, и мы после этого тоже его поем ромашковым чаем, и ему реально становится полегче. По крайней мере, нам так кажется, или такое совпадение, не знаю. Но как будто так происходит, и мы тоже это все дадим подситеру. Ну что, Сидунчик? Так грустно без него, я не могу. Мне уже ужасно грустно, я не хочу его отвозить. Ну что мы вам скажем, ребята? Мы сколько время? 3 часа, а мы уже устали как собаки. Потому что делали последние дела. В том числе и собаки. Мы завезли нашу собаку, нашего Чупика. Отдали его. Теперь... Мы к проверенному подситеру. Самый лучший. Мы хотели, если надолго, то уж точно уже проверенного человека. И слава богу, у него было время, Слава богу, у нее было время свободное. И она взяла нашего Чупика. Но мы договорились вообще за месяца 3, наверное, сервис уже набирает обороты. И те, у кого есть отзывы, редко сидят без занятости. Особенно, когда сезон отпусков. Можем порекомендовать в очередной раз приложение, потому что от нас там есть скидочка, есть нам промокод, тоже будет скидочка, если вы воспользуетесь, Есть промокод, не знаю, наверное, он еще действует, он какой-то очень долгоиграющий. Все будет в описании, все в Телеграме. Я что-то даже не знаю, что по эмоциям. Я хоть понимаю, что мы завтра встретим родителей, но у меня как-то упадок сил, я за все переживаю, ребята. Как они полетят, как мы долетим. Плюс очень долго им лететь, очень поздно прилет. Это еще. Плюс... У нас получается так, что мы прилетаем первее, к сожалению, чем наши родители. Наши родители прилетают завтра в 11, а то и в 12 часов ночи. К отелю будут подъезжать. Именно в отеле, Часов к 8. Пока еще трансфер, пока туды-сюды. Переживаю, как они там, чтобы все хорошо было. Еще и не будет нормальной связи, потому что, во-первых, они будут лететь, потом непонятно, есть ли там Wi-Fi. Вот такие дела. Потом уже, когда прилетят, когда мы встретимся, понятно, уже это все уйдет, и, наверное, новые силы появятся, Покажем чемодан, ребята, вы будете в шоке. Мы сами в шоке. 2. Купили пленку на всякий случай. Подумали, что все-таки лучше замотаем наши чемоданы. И хорошо, что это сделали. У нас, ребята, 40 килограмм.
Ну ладно, пусть не 40, С 38. ручной да. кладью больше. Не, С ну- ручной кладью все 50. Я в шоке, я в шоке. Мне казалось, что и там наших вещей-то мало, по сути. Но мы старались, короче, всяких гостинцев набрать. Ну, вы сами все видели. Вот так это все выглядит. Сашин чемодан, вот этот он понесет, там 20, там 19 килограмм. И в моем, как в этот маленький вместилось 19 килограмм. Ну и тут тоже дофига, видно, что они полные. Ну и плюс мы взяли такие подушки, которые спим. Не которые спим, а благодаря которым мы можем поспать. Вот и все. Встретимся уже где-нибудь, может, в аэропорту, или в Варшаве, или еще где-нибудь. Короче, не переключайтесь. Мы в Варшаве. Но это полный трындец. У нас по 20 килограмм в каждом чемодане. Тут еще по 5, а то и по 6. Это просто трындец. Мы приехали. Наша хозяйка, где мы снимаем жилье, она даже не на ночь, а на несколько часов, чтобы просто киварнуть. Там, знаете, в 2 часа ночи мы уже выезжаем в аэропорт. Ну, короче, наша хозяйка ничего не отвечает. Она даже не скинула нам адрес. Адреса нету. Но Хотя прочитанные сообщения. она прочитывает сообщения, но не отвечает. Мы блин, перли сюда 40 минут с ЖД вокзала. С этими чемоданами огромными. Она нас игнорирует. Я такой первый раз вообще вижу. Типа мы пишем, мы будем через 20 минут, мы уже на месте, она прочитывает сообщения. И даже мы не знаем дом какой. Мы вообще в какой-то жопе мира, как обычно. Или как будто в каких-то домах. И даже, ну, я не понимаю уже. И что делать? Сейчас Короче, пойдем ребят, пишите ваши искать предположения. предположительный дом. Где мы будем эту ночь? На ЖД вокзале, на автовокзале или поедем на самолет уже и там будем ждать. Короче, трэш вообще. Вот так. Не бывает ничего идеального. Вот мы стоим. Блин, вам тут, конечно, не видно, только Сашка. Ну вот какие-то такие здания. Салон фрезерный. Просто такие вот пятиэтажки, вот тут не видно, но вот видите, там под фонарями пятиэтажки. Но наш дом должен быть новый. Мы хотя бы так предположительно там посмотрели в комментах, и там писали, что он новый. Но тут пока нового дома нет. Пойдем, может, еще прямо. То есть мы даже не знаем номер дома, не то, что уже номер квартиры, да, Сашок? Короче, мы думаем, что это вот этот дом. Но это может быть и вот этот дом. И вот этот дом, и это. Но это здание, скорее всего, не жилое. Хер знает. О, посмотрите, как Сашка выглядит. Со своим большим чемоданом. А еще тут такой отстой. Мы ехали в метро, спускались в метро, там огромная лестница с этими чемоданами. Я, честно говоря, думала, ручки оторвутся. И подниматься из метро на улицу то же самое. То есть я думала, будет хоть что-то организовано. Какой-то типа эскалатор или лифт, как обычно всегда бывает. А в этом случае не было. Супер. Короче, Сашка нашел где-то в дебрях ее номер телефона и пишет смс. Не, наверное, позвонить лучше. Ну, да, что, позвони. смс-ку также будем стоять ждать. Ну да. Ну давай звонить. Сашка Вот позвонил, а у него заента. Может, она специально? Типа нас выгнать постоянно уже сдачат. О, господи, ребята. Блин, мне обидно другое. Если бы мы знали, что нас не примут, то есть она могла отменить наш заказ или еще что-то. Типа, во-первых, начнем с того, что Airbnb, она сама опубликовала то, что жилье вольное. То есть мы можем приезжать и жить. Мы приехали не за бесплатно жить. И тогда уж простите, пожалуйста, но будьте ответственными. Либо напишите заранее, что вы не можете нас принять, ну, типа, за день, могла ночью написать. Мы вчера писали по поводу адреса, она ничего не ответила, но могла бы она хотя бы вчера сказать, не могу вас принять, типа, какие-то там причины, да. Мы бы уже искали такой вариант. Мы бы не приезжали, во-первых, так рано, и поехали бы сразу в этот аэропорт, там бы уже ждали. Типа, мы могли приехать в 12 сюда ночи, в Варшаву, и там уже в аэропорту подождать там сколько-то этих 5 часов жалких. Не, ну это просто, ну это трындец, ребят. Слушай, первый раз у меня такое в жизни, что вообще вас игнорят по полной. И вот поэтому мне обидно, что мы перли сюда с чемоданами 40 минут. А так мы могли, блин, приехать, вызвать такси, блин, и уже быть в аэропорту, да? Угу. Где угодно уже могли. Уже до Лоди обратно могли доехать. За 40 минут. Переночевать. Блин, еще перед от остановки, блин, 10 минут перли за этими чемоданами. А с ними очень сложно идти. Тут не такие классные дороги. Ну ладно, просто, может, дороги нормальные, но чемодан. А, 34?
Ребята, она написала нам адрес. Это вообще другой адрес. Мы сидим не в том доме. Какая-то... Мы далеко от нее, надеюсь, надо ехать. И она ответила только сейчас, когда мы ей писали уже 3 раза. Вчера, сегодня, когда были в поезде, и сейчас, когда ехали на автобусе. Куда идти еще? Сколько? Через парк. Ладно, пойдем. Ребят. Ну, смайлики пишут. Почему адрес нельзя было указать за сколько? Мы заказывали уже 2 недели назад. И я писал вчера. Так сейчас мы 20 минут назад написали. Я написал вчера, какой адрес конкретно. Сегодня пишу, будем через 20 минут, ничего. Я уже нашел ее номер, позвонил, занят, написал смс-ку, и напишет адрес такой-то. Просто... Не, ну мы обязательно скажем, что это за квартира. Ссылка будет внизу. Ребят, никогда вообще, если будете в Варшаве, никогда там не снимайте. Просто адрес ближайший к аэропорту. Ну, этой тетки не снимайте. Ребят, в итоге нам пришлось пройти еще, не знаю, минуты 4. Ну, но по такой дороге. Ужасно. Просто, я думала, та дорога была плохая, а это еще хуже. Ну, короче, ну просто дом обычный. На каком там этаже? 50. Бляха, вот лифт есть, я надеюсь. Просто там все так не везет, я думаю, и лифта тоже не будет. А еще тут классная дорога, по ней ходят люди, машины и кони. Я вообще не представляю. То есть нету отдельного тротуара. Ой, ладно. Хоть бы доехать завтра без проблем уже до Турции. Ребят, ну это просто какой-то детектив, я не могу. Она написала нам номер квартиры, написала нам номер подъезда. Вот один из многих подъездов, и не написано ничего. То есть мы обошли все полностью. Там вообще какие-то другие надписи, то есть вообще не связаны с номером квартир или с номером подъезда. Ты нашел? Нет. Это какой-то вообще... Я не понимаю, где мы нахрешили. А, тут всего один подъезд? Тут всего один подъезд, ребята, слава тебе, Господи. А дом такой длинный. Ладно, отбой, нашли. Я уже думала, знаете что, тут много подъездов, потому что дом очень длинный. Я думала, тут несколько подъездов, поэтому я уже стала паниковать, типа, какой из номеров звонить, вызванивать. Мы заселились. Ну, в итоге нормально. В итоге все нормально, да. Ну как она, во-первых, она попросила прощения, и мне кажется, она немножко обманула, потому что сказала, что она писала адрес. Ну как бы он не дошел. Да. И потом она остальные 2 сообщения тоже не отвечала. А когда мы позвонили, было занято. Поэтому тоже было очень странно. Ну ладно, короче, мы уже забыли. Сначала мы разделились, потом говорили, поставим 3 звезды. Поэтому ладно, 4. Комната хорошая, да. А, кстати, она русскоговорящая, что тоже, в принципе, хорошо. И мы русскоговорящие, и она. Вот. Комната хорошая, но самое главное, что мы недалеко от аэропорта. То есть мы будем заказывать такси, а у нас нет скидки. И поэтому будем платить. Хренов, блин. Где скидка наша? Работать, блин, будете? Хренов, блин. Мы жили на ваших таксишках. Мы уже забыли, что такое трамвай. Да? Да. Вы, блин, так подводите. Короче, придется ехать на такси, но уже за полную стоимость. Ну, есть скидки, бывают еще в Uber. Ну, нет, если бы не наши чемоданы, то мы бы точно не поехали. Да там просто еще ночь. Да. А, ну да, ночью же, наверное, тут не ходит ничего. Там как-то очень сложно. Ну, вот, очень короче, редко. так и так бы, наверное. С рюкзаком бы что-то придумали. Да. Сейчас покажу комнату. Тут, в принципе, ну, комната хорошая, все чисто, пахнет вкусно, наши чемоданы, двери, вонючка что-то вкусно пахнет, стол, полотенце, шторы, окно. Так, Сашка, ну, как я уже говорила, Сашка в комплекте никогда не идет. Оставим ссылку на эту квартиру, наверное, уже нет, я уже остыла. Типа я хотела оставить ссылку, куда ребятам мне нужно заселяться. Не, можно, просто да. Чуть-чуть понервничать. Да, ну все-таки мы рекомендуем, мы уже остыли, мы рекомендуем, но просто вы будете теперь знать. Перед самолетом да. Перекантоваться. Но просто вы теперь будете знать, если что, звоните и пишите. Мы знаем адрес. Да, мы знаем адрес. Короче, если она не отвечает, пишите еще раз. Есть, найдите номер. Да. Где-то там внизу Саша нашел номер. Да. До странички этой. Ну все, нам осталось сколько? Часов 5? До
До того, чтобы отъезда. приезжать. А Сколько? сколько? 8 чем-то? 8:20. 3 Посчитай, часа сколько. где-то. Ну, в 3 выезжать. А, я думала, мы в 2 выезжаем. Ну, Мы в целый 3, день говорим там 2-2. 15 минут до аэропорта ехать. А, ну ладно, в 3 тогда. А вылетаем мы почти в Это- 6. Да. Ну, пока сядем, туда-сюда, пройдемся. Ладно, короче, всё, ребятки. Как видите, мы уже в аэропорту. Мы уже сдали багаж, уже прошли и ищем наш гейт. Ну, прошли рамку. И ищем наш гейт. Ну, пока не висим. Пока Ну, сидим возле да. ауто. Покушали, переоделись, кстати, в майки. Хорошо, что мы взяли майки вручную кладь, потому что мы прилетим, там, наверное, градусов 27 уже будет. Поэтому, ну, кстати, мы летим самые первые. То есть вылетаем в 5:30. Осталось уже, кстати, вообще немного. Уже меньше Да, часа. меньше часа осталось. А мы еще даже не были возле своего гейта. Тут же Да что тут очередь. до гейта пару А минут? уже, я тоже не понимаю людей, которые спешат вот эти на гейт и хотят первыми стоять. Короче, Потом, самолет хорошо, без ну, сядешь, последнего человека не улетит. Ну, сядешь ты на Ну, место возле прохода, будешь вставать, пропускать тех, кто Да. сидит возле окна. Ну, реально нелогично, ты все равно будешь сидеть, ждать или Лучше стоять, сидеть ждать. до ну. последнего на кресле, чем стоять в очереди полчаса, Да. и типа зато одним из первых зайду. Докладнее. А еще мы, знаете, ехали так забавно в такси. Мы вызвали такси, мы уже Да, рассказывали. Во-первых, такси у нас был огромный Да. минивэн за 11 злотых. Угу. Я не знаю, ну очень дешево было. Ну, мы просто Да. недалеко от аэропорта Ну да, жили, от меньше аэропорта. 15 минут. Да. Ну, 10, да. И мужчина такой очень классный, вообще рассказывал нам, ну, они точно, наверное, пенсионеры. Да. Они, я говорю, потому что он рассказывал еще про жену, они, представляете, пенсионеры, и в Доминикане были, и в Турции были, и где-то еще были. Таиланд. В Таиланде были. Ну, в Турции самой. А, в Турцию не доехали. Ну, они были, наверное, наверное. за 40 лет Ну. жизни. И я такая думаю, офигеть, блин. Ничего себе, пенсионеры живут в Польше. Тут в Доминикане лететь 11 часов, чтобы вы понимали. Не, вообще классно. Он так еще такой милый, рассказывал столько всего. Классно доехали. Да. У меня зубы как у зайца становятся. Я сейчас увидела. Видишь? Да, впереди. Вот так мы сидим через проход. Тут я. Ребята, мы в аэропорту. Все, мы прилетели. Тут даже детская площадка. Но я уже не покажу, она там. Что скажешь, Сашка? Сложно было лететь? Кстати, нас не быстрее. кормили. Вообще-то. Хотя, может, это не надо, не положено. Короткий рейс, да. Я думала, буду кормить, дайте так губу раскатал. Но я не голодная была. Я еще проспала все время. Стоим с Сашей, чтобы получить свой багаж. Ждем, ну уже минуты 4 ждем, ничего нету. Ребята, мы приперлись. 12 часов. Мы тут. Сашка заполняет такой вот лист, нам сказали заполнить свои данные. Мы приехали в свою Ланнисеру. Вот так он выглядит, этот отель. Выглядит очень прилично. Честно говоря, мне нравится. Но я не знаю, куда нас заселят. В какую из. Ну тут всем нужно давать гашиш, ребят. Бакшиш, а не гашиш. Да, бакшиш. Блин, ну просто я такой первый раз. Мы первый раз в Турции, и все встретили наши чемоданы. Им надо все дать, денег дать. Ну ладно, дадим. Ждем своих родителей, ребят. Ничего у нас так не интересует сегодня, как встреча родителей. Нас везут в таком тук-туке. Ну, не в тук-туке, в таком автобусике. Это, короче, не наша часть, не там, где мы будем жить. Отель очень большой, мы будем жить немножко в другом месте. Это не наш чемодан. Я сейчас села на балкон, ребят, так офигенно, вы просто не представляете, мы так устали за сегодня. Мы встали рано утром, поперлись в аэропорт, добрались до аэропорта, там подождали, и у нас был один инцидент, представляете, мы прибежали за 2 минуты до конца регистрации на рейс. Мы вообще были одни из последних. Мы что-то там пошли еще в duty free, купили алкоголь, и такие думаем,
Ну и сейчас еще зайду, косметику посмотрю. Ходю, гуляю по косметике, так классно. И Саша говорит, может, пойдем? Я говорю, ну пошли. Идем, чуть-чуть обсуждаем, знаете, потихонечку идем. Я говорю, может, ускоримся? Смотрим с Сашей на время, осталось до конца регистрации 2 минуты. Вы же знаете, что иногда регистрация заканчивается и раньше. То есть быстрее людей сажают в самолет. Но нам реально повезло, мы прибежали, там еще было, там, не знаю, человек 20. И нам просто повезло, и мы успели, выдохнули. Думаю, боже, если бы сейчас опоздали на самолет, был бы фейл года. Мы, конечно, стали, плюс пока долетели. А потом, самое, знаете, полет был нормальный, вообще супер. Вы знаете, что было утомительно? Утомительно было, я рассказываю, трансфер. Потому что вон они стригут. Трансфер был самый утомительный, не, Сашка? Потому что 2,5 часа мы ехали до нашего супер крутого отеля. Там этот дядечка, он так гнал, но при этом потом он остановился, говорит, 15 минут отдыха, в итоге 30 минут нам отдыха дал. Ой, ну тут шумно, потому что дядечка стрижет. Я тоже хочу так постричь, как он. Ладно, пойдем, а то мы только тут видим и обед не получим. Да, вот осталось-то уже меньше часа до конца. Уже все сожрали, наверное. Надо Пошли. проверить. Мы тут пока ждем родителей, пока изучаем территорию, зашли вот в этот Мигрос с Сашкой. Ну, знаете, прицениться, посмотреть. Во-первых, мы поняли, что в Польше дороже некоторые продукты, ну не все, некоторые. Ну, большинство Да. Ну, тут в целом, наверное, не так дорого. Проведем как-нибудь экскурсию. Проведем как-нибудь экскурсию. Но просто нас удивило, это пипец. Посмотрите, сколько кола? 2,5 литра, 41 лира. Ну, переведи сразу. Это Меньше 7 злотых. или сколько? Уже 6,5 или 6,6 злотых. То есть меньше 7 ну, злотых. $1,5 даже где-то так. Все знают, что, во-первых, в Польше нет 2,5 литра. В Польше столько стоит литр. 0,5 стоит почти 4, там 3,5 Да, злотых. нет, где-то $1,5 стоит литровый. Прикиньте. 2 стоит уже в районе. Так что, если вы фанат колы, вы знаете, куда приезжать за дешевой колой в Турцию. Тут в магазине можно посмотреть вот такие выгодные предложения, скидки. Тут по скидке очень выгодно покупать вот либо чай Липтон, либо всего лишь 40 злотых. Это То есть 6 меньше. 40 лир. Это где-то 6 злотых. Ну да, за 9 Но, как раз нас много. да, можно его купить. Да. И тут еще... 4-5 числа. А сегодня Да, какое? потому что вон июль, А сегодня какое? 4, завтра 5. А, ну еще мы успеем завтра. У нас завтра день отдыха. На сегодня Мы хватит родителям повода. сказали, завтра еще отдыхаем, а то вот еще. Надо экскурсии. Надыхались, да. Посмотрите вокруг. Во-первых, рынок. Ну как без рыночка? Ну только не рынок, а такие магазины, где шмотки продаются, где, наверное, можно торговаться. И вот так вокруг какой-то лес пальмовый. Саша, аккуратно. Мгм. Ну, вот примерно то, что мы видим вокруг, это вот это. И у них часто вот такие подземные переходы, что, кстати, не очень удобно. Но когда Потому что такая огромная дорога, никто да. не уступит, только подземная. Ну да. Нет бы светофор поставить.